Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Евгений Мураев на связи прямо сейчас. Евгений Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Евгений Владимирович, ну что, у нас, скажем так, закручивается воронка событий вокруг Ирана. Мы о нем поговорим отдельно в контексте глобальных вещей, которые происходят и которые прямо бьют по Украине, по украинским европейским, скажем так, притязаниям. Но начать наш разговор я предлагаю совершенно такой, казалось бы, внутренней темы, но которая является, как мне видится, может быть, я не прав, может, вы не согласитесь со мной, отражением событий в мире и вообще, как делается политика. Слушайте, тут у Зеленского все в очередной раз рассыпается. Слуг 111, под куполом бунт, не хотят голосовать за важные же вещи. С МВФ Кристалина, откуда предлагала всем украинцам рычать, потому что они мощные. Ну и там, конечно, по Европейскому Союзу, там 3 кластера, Свериденко отчиталась, говорит, будем. И как-то рассыпается все. И это в такие ответственные недели, когда Зеленский пытается пристроиться где-то к Трампу, где-то к европейцам. Смотрите, мы не только просим, а еще и можем чего-то дать в плане ПВО. Как прокомментируете эти события? Сколько здесь сути, а сколько пурги, которые там, очень щедро снабжают информационное пространство? Дорогие друзья, все идет по тому сценарию, который мы с Александром уже неоднократно обсуждали, поэтому тут добавить нечего. Да. Я в последнее время и писал не особо много в Телеграме, потому что, во-первых, был занят, а во-вторых, потому что события идут ровно по тому пути, который мы проходили, да, и буквально анализировали с Александром неоднократно в наших эфирах. То есть, как я и предполагал, да, к осени, скорее всего, будет окончание украинского конфликта, и здесь несколько составляющих. Если помните, о чем мы говорили, да, первое, основное топливо конфликта – это нежелание Зеленского прекращать войну и продолжать зарабатывать коррупционные деньги на военных потоках и, соответственно, защищать свою жизнь, потому что он интересен только если выполняет функцию, которая ему отведена, да, в первую очередь Великобритании, и так назовем глобальным Западом. Поэтому как только деньги из этого конфликта будут изъяты, будет означать его окончание. Во-первых, Украина полностью лишилась суверенитета и независимости, да, она полностью зависима от разведданных, от связей и в первую очередь от финансирования, потому что дырка и кассовые разрывы колоссальны. Если вы помните, да, еще до европейского кредита в 90 миллиардов обсуждалась необходимость финансирования в размере 130 миллиардов долларов на 2 года. То есть, как я и предполагал, да, кредит 90 миллиардов заблокирован, и деньги будут заканчиваться уже в конце апреля. Сейчас там страны Балтии и севера, да, европейского пытаются найти и судорожно выделить 30 миллиардов, но эти деньги тоже закончатся где-то в середине лета. То есть так или иначе, я еще раз хочу, чтобы украинцы понимали, что это деньги не на помощь Украине, а на поддержание украинского режима. И чем быстрее эти деньги иссякнут, тем быстрее в Украине наступит мир, тем больше людей вернутся живыми с фронтов. И на сегодняшний день, если вы обратили внимание, уже даже до Зеленского этого потихоньку доходят, и все придворные социологические службы начинают говорить о согласии украинцев на проведение референдума и на отказ от тех территорий, которые требуют Трамп и Путин, соответственно, после достигнутых договоренностей в Анкоридже. Я абсолютно уверен, что любая социология на сегодняшний день является формирующей, она является манипулятивной, поэтому власть использует ее для подготовки мнений и соответствующих решений. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, Александр, все по плану. Деньги заканчиваются, игра на нескольких досках, да, идет к тому сценарию, при котором будет достигнуто понимание, как строить новый мировой порядок, да, между 3 странами. Это Соединенные Штаты, Китай и Российская Федерация, в первую очередь, именно в треугольнике Вашингтон, Пекин, Москва. И каждый из конфликтов является своеобразным катализатором. Роль конфликта в Украине уже себя исчерпала. Европейцы, которые не сильно услышали увещеваний Путина и Трампа, на сегодняшний день
столкнулись с огромным экономическим вызовом, да, связанным с подорожанием энергоносителя, соответственно, скорее всего, будет внутренние стимулы этот конфликт побыстрее закончить. И если вы обратили внимание, уже и премьер-министр Бельгии, и представители многих других европейских государств, в отличие от Каи Каллас, да, представителей брюссельской, скажем так, бюрократии, говорят о том, что конфликт необходимо заканчивать, и в первую очередь нужно приходить к каким-то пакетным договоренностям с Российской Федерацией, отмене взаимных ограничений и допуска энергетических компаний Российской Федерации на рынок Евросоюза. Все это говорит о том, что конфликт в Украине этому мешает, а значит, скоро будет мир. Ну вот давайте подумаем все-таки над двумя основополагающими вещами, как скоро и, собственно, что из себя к тому моменту будет представлять Украина. Развал Рады в политическом смысле – это серьезный удар, это подпиленная ножка стула, потому что все прекрасно понимают, что если еще за мобилизацию и продление военного положения голосовать будут, то за другие вещи как-то не особо. Там слуги комментируют, вот нам набросала Свириденко с Кабмином, а мы эту ерунду разгребать не хотим. Но тут же понимаете, в чем дело? Может быть, не хотят, потому что, ну, во-первых, не умеют, а потому что ты не генерируешь решения. То есть ты абсолютно не субъектен как депутат. Тебе даже может Зеленский выйти и сказать, что не голосуешь, шуруй на фронт. Ну, а потом это, правда, конечно, так обставили. Арахамия вышел, сказал нет. То есть и речь идет о том, чтобы типа военные могли быть депутатами. Если вот так вот сосредоточиться на том, какой может быть Украина. Вот мы с вами неоднократно проговаривали, что условно Зеленский может быть последним президентом, потому что вот будет парламентская форма правления, какой-то там некий канцлер, кто-то пристегивает в эту тему внешнее какое-то управление, временное правительство, ну, в общем, переформат страны. Однако вот сейчас, когда ты смотришь на эту Раду, ты понимаешь, что нет, и перспектив быть не может какого-то субъектного парламента. Вы депутатом были. Что думаете по этому поводу? Ну, давайте начнем сначала. То, что Рада не является субъектной, было понятно еще после выборов, когда Зеленский провел, ну, помните, как называли зеленые кнопочки, да, в парламент? На самом деле абсолютно безыменные люди без истории, люди, которые не имеют ни опыта государственного управления, ни авторитета в обществе, ну, ни, извините, ни собственного достоинства. Я много раз приводил пример тех парламентов, в которые я избирался, да, вокруг меня были руководители крупнейших предприятий, извините, очень обеспеченные люди, которым просто и стой там, иди сюда сказать было невозможно, да, люди, за которыми стояли многотысячные коллективы. Вспомните всех представителей, это и Богуслаев, это и Бойко, я имею в виду ММК Ильича, это крупнейшие были промышленные гиганты, их руководители, их собственники, поэтому они обладали определенной субъектностью, и с ними приходилось договариваться. Кроме того, если вы помните, да, украинская парламентская система устроена сложным образом. Да, у нас есть депутаты, которые избираются по партийным спискам, да, это половина парламента, 225 до... Ну, сейчас их меньше, потому что часть территорий Украина не контролирует, и 225 по мажоритарным округам. То есть там, где я всегда был мажоритарщиком, да, я был ответственным перед избирателями, проводил с ними встречи, поэтому я должен был представлять их интересы и часто голосовал не так, как фракция, потому что, ну, за мной стояла 160-тысячная громада, да, которой я должен был соответствовать, и, по сути, те наказы избирателей, которые я получал, я должен был исполнять, и парламентскую трибуну, и парламентские полномочия использовать как инструмент лоббирования интересов людей на местах. На сегодняшний момент, да, в парламент попали люди, которые абсолютно, да, ни разу, наверное, не были на своих мажоритарных округах, которых люди не знают. Я могу сказать по своему 181-му одномандатному округу, да, то есть представитель от «Слуги народа», который был избран, фактически не встречается с громадой, естественно, не лоббирует ее интересы. Да? Ну, то есть небожители определенные, которые получили парламентские места и которые голосовали, как вы помните, по команде. Но случилась беда. Да? Зеленский, если вы помните, попытался провести
захват антикоррупционных органов коллективного Запада. Да, сейчас не будем говорить, на кого они ориентируются. Я считаю, что это инструмент внешнего управления Соединенных Штатов Америки. Кто-то считает, что они ориентируются на европейцев. Но еще раз, я повторю, да, это инструмент Соединенных Штатов. Если вы помните, Зеленский пытался провести реформу антикоррупционных органов. Ему это не удалось. Это, безусловно, была его идея и Ермака, но виноватыми и крайними оказались народные депутаты. То есть, по сути, Зеленский смолодушничал, да, пойдя в атаку, дал потом назад, вот, полностью отменил все изменения после картонного Майдана, после требований так называемых грантовых активистов, если вы помните, Стерненко, Притул, всех остальных и всех, по сути, выкормышей Сороса и USAID, и обвинил во всем, естественно, парламент. После этого были возбуждены ряд уголовных дел против депутатов, и даже не самостоятельные люди, да, имея какое-то внутреннее, наверное, все-таки чувство собственного достоинства или полную зависимость от тех материалов, которые есть в руках у антикоррупционных американских органов, я имею в виду НАБУ, САД и ВАКС, да, теперь следует их указаниям. А Соединенные Штаты этот инструмент используют исключительно для того, чтобы вынудить Зеленского и всю украинскую власть исполнять их волю, потому что это и есть инструмент внешнего управления. И, соответственно, не голосуя, проваливая необходимые реформы, исключая финансирование Украины, таким способом Трамп принуждает Зеленского выполнить те договоренности, которых он достиг с Путиным. Потому что совершенно в Анкоридже, совершенно четко и очевидно, что политическая часть договоренностей о процессах в Украине – это зона ответственности Соединенных Штатов Америки. Россия может повлиять на эти решения только военным путем, вот, а Соединенные Штаты имеют достаточно большое количество внутренних инструментов, как мы с вами говорили, это финансирование, это антикоррупционная вертикаль, это гражданское общество, так называемое, на самом деле иностранные агенты, и это обмен услугами, разведданными и связью. Плюс вы видите настроение Трампа на сегодняшний день. Он совершенно четко обвиняет Зеленского в срыве мирных переговоров. Более того, он очень пренебрежительно ставит его на место. И вы же понимаете, Александр, когда лидер сверхдержавы говорит, что последний, к кому бы я обратился, это Зеленский, это отражает полное отношение лидера страны, от которой зависит будущее, да и настоящее Украины, да, означает его отношение к политической верхушке Украины. Поэтому я думаю, что все, как мы с вами обсуждали, ближется. Вы говорите о сроках к осени. Я еще 1,5 года назад говорил, что реперной точкой будет 3 ноября, это промежуточные выборы в Конгресс. Но сейчас они, наверное, уже не так важны, поскольку Трамп в попытке перекроить договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже и в Пусане, ввязался в авантюру в Иране, и это будет влиять на внутреннюю ситуацию в Соединенных Штатах, из которой выбраться он сможет только при помощи России и Китая, а теперь обманывать их уже не придется. Если вы обратили внимание, должна была быть встреча в конце марта, в начале апреля в Китае, должен был приехать Трамп, и мы с вами в прошлом эфире обсуждали, зачем была нужна эта авантюра. Она была нужна для того, чтобы, как любит говорить Трамп, у него была сильная рука, у него были карты для переговоров с Китаем, контролируя поставки нефтепродуктов и сжиженного газа на территорию Китая, имеется в виду морским путем, он мог бы торговаться с Китаем по поставке редкоземельных металлов, опять пересматривать торговую сделку, я имею в виду повышение или понижение пошлин, да, и влиять так или иначе на политическую и геополитическую ситуацию, на развитие Китая, на его экспансию на мировые рынки. А если вы обратите внимание, за последний квартал ВВП Китая и объем внешней торговли вырос на 18%. Это рекордные темпы, то бишь такими темпами похвастаться не может никто. И сейчас ожидание того, что повышение стоимости энергоносителей как-то скажется на темпах роста Китая, ну, оно отчасти имеет, наверное, какой-то смысл, но глобально может привести к подорожанию оптоволокна, телекоммуникационного оборудования, чипов и всего того, без чего коллективный Запад, Россия, Индия и другие страны мира не смогут обходиться. Поэтому на сегодняшний день конфликт в Иране, да, не
оказал должного влияния на Китай, и для Трампа становится достаточно затратным с точки зрения финансов, с точки зрения репутации, но самое главное, это бьет в первую очередь по украинскому режиму, что выгодно каждому украинцу и нам с вами. Чем быстрее это закончится, еще раз повторяю, тем быстрее наступит мир, тем быстрее мы сможем восстанавливать свою страну и вернуть назад миллионы граждан, которые вынуждены были выехать из-за политики Зеленского. Странный такой эпизод, да, когда Зеленский в интервью в очередном говорит: «Я не боюсь угроз со стороны Ирана». Ну вот даже если, теоретически это можно предположить, да, мы берем радиус ракет, мы понимаем, чем обладает Иран, и там все не уничтожили, и вот гипотетически Иран запускает ракеты по Украине, потому что считает, что Украина вступает в войну с Израилем и США против них. Вот такое маленькое замечание, вы так сказали, что вот Зеленский пытается пристроиться, действительно так, его как бы собачонку отшвыривают в сторону, как бы от ноги туда подальше, но тем не менее он продолжает, который день подряд, вот день за днем говорит, что вот мы не только просим, мы еще можем что-то дать. Но вот гипотетически Иран стреляет по Украине. Вряд ли это будут такие же обстрелы, которые наносятся пятый год со стороны Российской Федерации. У них же, наверное, будут некие другие цели. И опять-таки, я уже прям, если это смоделировать, я вот предвижу эту пропагандистскую повестку, что, мол, смотрите, какой великий Зеленский, он и России противостоит, и Ирану противостоит. Может ли дойти до такого сценария? Как вам видится? Я в это абсолютно не верю, и я не думаю, что речь шла о симметричном ответе, да, и участии в военных действиях, но важно другое. Чем дольше продлится конфликт в проливе, в заливе, тем выше будут цены на нефть и жирный газ, тем больше будет необходимости во внутреннем финансировании, в дотациях для энергоемких отраслей в Европейском Союзе, тем больше нужно будет выделять денег на дотации домохозяйствам, социально незащищенным слоям в Европейском Союзе, тем больше беженцев снова двинется с Ближнего Востока в Европу, да, и кандалами лягут на экономику определенных стран, и, соответственно, тем меньше возможности финансово помогать Зеленскому будет у Европейского Союза. Я не хочу сказать, что это, вернее, я не буду говорить, что это еще один из методов принуждения Европы наконец-то осознать, от кого зависит новый мировой порядок, кто является сверхдержавой. А сверхдержавой могут являться только независимые страны, повторяю. И энергозависимость – это тоже зависимость. И поэтому если страна или союз какой-то, или какой-то альянс не в состоянии самостоятельно себя обеспечивать, да, он не может претендовать на самостоятельного игрока или центра влияния в мире. То есть, по сути, центр влияния – это тот, кто может датировать, кто может помогать, кто может на самом деле в своем периметре обеспечивать защиту и жизнедеятельность соседних государств. Вот эти страны могут формировать вокруг себя какой-то определенный пояс сил. Европейский Союз таковым не является. Ему это сейчас наглядно показывают. Это показывают в первую очередь Великобритания, которая является основным застрельщиком украинского кризиса. И это, наверное, ни для кого не секрет. Мы помним, кто сорвал Гомельские, Стамбульские соглашения, кто дальше продолжает, по сути, надувать паруса в уши Зеленского, да, и стимулировать продолжение конфликта, разрушительного в первую очередь для Украины, на самом деле и для Европейского Союза. Но не просто так Великобритания вышла из Европейского Союза накануне грандиозного кипиша, да, как говорят. Не просто так, если вы помните, мы с вами обсуждали 3 основных тренда, чем это все закончится, Александр, еще, наверное, на нашей первой встрече, да, когда закончится война, мы с вами говорили, конец этого года. Второе, чем она закончится? Она может закончиться сегментацией Европейского Союза, то есть его распадом. И сейчас Польша заговорили о том, что, да, возможно, Польша может выйти из Европейского Союза и развалом НАТО. Вот сейчас очень симптоматичным является отказ всех членов НАТО участвовать в авантюре Соединенных Штатов, да, в Иране и в освобождении или патрулировании Азмурского пролива. Поэтому на сегодняшний день, скорее всего, Трамп и хотел, может быть, и не хотел, да, не желал, но получив
закономерный отказ от европейских государств точно так же будет настаивать на увеличении расходов, да, по содержанию НАТО в Европе и шантажировать выходом Соединенных Штатов из давно ненужного им блока. Если вы помните, да, создаются новые блоки, АУКИС, другие блоки, которые вполне возможно станут альтернативой, потому что НАТО после распада Советского Союза давно утратили свой смысл, содержание и, соответственно, причину нахождения Соединенных Штатов и их вооруженных сил на территории Евразии. То есть если сейчас пройдет глобальная сделка, и, как мы с вами надеялись, она пройдет без Третьей мировой с применением неконвенциональных видов вооружений, имеется в виду ядерных в первую очередь, да, средств поражения, тогда произойдет раздел сфер влияния. И, естественно, учитывая доктрину Монро и стремление, и, вернее, стратегию национальной безопасности США и стремление Трампа развивать свое влияние в первую очередь на свое полушарие, да, соответственно, это будет отзнаменовано выходом из стран Варшавского договора, да, о чем уже заявляли Соединенные Штаты, выводом американских войск, и, соответственно, либо формированием нового военного блока среди европейских государств, либо объединением в рамках Большой Европы и в рамках глобального Севера, да, что, наверное, вполне разумнее, и я думаю, что вписывается в стратегию Соединенных Штатов Америки. Делить мир на троих гораздо приятнее, чем на двоих. Двое означает полное противостояние, а если мир разделен на троих, то двоих еще и столкнуть можно. Я думаю, что они будут пытаться построить большую Европу, потом столкнуть ее с Китаем, но это перспектива ближайших 15-20 лет, и начнется она после того, как Штаты получат технологический суверенитет, научатся перерабатывать редкоземельные металлы, производить их внутри себя и так далее. То есть до этого еще долго. Да? Нам сейчас важно понимать, чем закончится конфликт внутри Украины, да, каким образом мы будем отстраивать новую государственность. И вы задали очень справедливый вопрос, а нужен ли парламентаризм? Почему, в общем-то, я пропал на некоторое время, в том числе из эфира в Телеграме. Кстати, подпишитесь, пожалуйста, несмотря на то, что я там не постил, наверное, неделю. Мы готовили новое обновление, и оно уже вышло в Google Play для Android. Сейчас проходит проверку в iOS. Оно позволит вам формировать гражданские инициативы, да, оставлять реакции, голосовать. По сути, мы формируем метод прямой демократии. Да. Сейчас надеяться, я верю в парламентскую республику, но если она не будет, вот как у нас парламентско-президентская, по факту президентская, да, то есть я всегда выступал за глубокую децентрализацию, за федерализацию, да, она не допустила бы конфликта между Западом и Востоком нашей страны, да, сохранив культурную разность и похоронив культурную войну, которая была развязана еще при Ющенко, но, к сожалению, тогда меня никто не слышал, да, и призывы к федерализации Украины, учитывая ее многовековую историю, да, то, что Юго-Восток раньше там относился к Османской империи, Восток нашей страны, вернее, Юг, Восток к Российской империи, а западная ее часть к Австро-Венгерской. И, соответственно, это религиозная и культурная разность, да, которая многие века формировала ментальные отличия на территории огромной страны, такой как Украина, да, и чтобы их сохранить, чтобы они не пересекались, не наступали интересы одной группы украинцев на другую, нужно было, да, провести глубокую децентрализацию. Мы этого не сделали, но сейчас, я думаю, мы это сделаем обязательно. Более того, мы должны будем перейти от выборов президента, да, к пониманию того, что только провластная коалиция должна формировать, коалиция большинства, сформированная в парламенте, должна на компромиссной основе выбирать премьер-министра, который будет одинаково равно удален от каких-то вот таких культурно-этнических различий, да, и сосредоточиться на строительстве нового государства, повышении уровня жизни, да, безопасности в стране. В общем, на самом деле на тех вопросах, на которых всегда должна быть сосредоточена власть. Вы обратите внимание, все наши выборы как раз проходили на спекуляции вот этой культурной разности, да, внутри страны. И, по сути, было дробление на оранжевый лагерь, бело-голубой. Второй раз мы себе такое позволить не сможем. И как парламентская республика, как один из вариантов выхода из этого кризиса, и
форум, да, то есть метод прямой демократии, проведение онлайн-референдумов, возможность голосования по многим вопросам абсолютно всеми гражданами Украины может стать тем предохранителем, который не допустит развития, в первую очередь, внутренних противоречий, внутреннего конфликта. Ну, вы же видите, как это все препарируется и подается. Это, кстати, отдельная, прям, на самом деле, очень объемная тема. Саш, мы живем в условиях, извините, перебиваю, в условиях диктатуры. Мы прекрасно понимаем, что Украиной управляет режим, который пришел на войне Майдана, режим, который устоялся во время проведения АТО, когда страну поделили на правильных и неправильных украинцев, да, когда была введена обязательная идеология, потом были попраны все права и свободы граждан, были закрыты средства массовой информации, введена тотальная цензура даже на высказывания в соцсетях, многие оказались за решеткой, вплоть до ограничения прав и свобод обычных граждан, которые сейчас не способны выехать из страны, которые вынуждены прятаться от тотальной мобилизации, и, соответственно, чтобы это побороть, мы с вами обсуждали, необходим переходной период. Кто его обеспечит? Совбез ООН, Совет мира, Трамп, Путин, Си Цзиньпинь, кто-то еще, европейские государства, неважно. Нашим гражданам надо вернуть права и свободы. В избирательное право надо вернуть конкуренцию. Нужно позволить всем запрещенным, да, решениям СНБО, это не правовой способ, абсолютно не судебная расправа, как мы понимаем, да, абсолютно рейдерский способ захвата власти, вернуться в избирательное поле, провести амнистию. И дальше нужен период для того, чтобы провести общенациональный диалог, да, разобраться в причинах всех наших бед, и дальше уже конкурировать идеями, как восстанавливать страну. И, ну, посмотрим, у нас скоро появится возможность. Создаем еще одну платформу, Александр, я вас туда тоже буду приглашать, но чуть позже, да, буквально через месяц. Строительство оказалось чуть больше, чем я планировал. Я обещал, что мы это сделаем в марте, но, скорее всего, это будет либо конец апреля, либо начало мая. Но, в общем, я надеюсь, что мы начнем обсуждать наши будущие перспективы без цензуры гораздо раньше, чем это позволит ситуация в Украине. Да, друзья, вся подробная информация следите за телеграм-каналом Евгения Мураева. Ссылка, как обычно, в описании. Переходите, интересуйтесь. Но я как раз вот об этом, вот об этих инициативах. Мы с вами так совпало, говорим сегодня в день, когда ровно 35 лет назад проголосовали советские граждане в референдуме. Вопросы писались вообще разные по разным республикам. В некоторых вообще его не было, этого референдума. Да? Но все как бы высказались за то, что они против развала. Да? Это вот 17 марта. Да? Это очень важная дата. И вот тут же, понимаете, в чем дело? Вот вы как-то говорите, там, вот, нам нужна там, федерализация, что-то, какие-то инициативы по децентрализации. В базовых настройках Украины что-то произошло, понимаете? Вот изначально здесь какая-то есть ошибка. Сейчас идет 5-й год войны. У нас 35 лет с момента вот того референдума. У нас сейчас все заложники на самом деле того, что скажет Зеленский, да, как он там что-то с Трампом заочно или очно, или по телефону, или без телефона, или через прессу поговорит, какая будет обстановка на фронтах. Там дадут 2 гуманоидов, тестово, да, солдат, типа человекоподобных, или не дадут, оружие или что-то еще. А ведь все эти ошибки были, вот тогда, 35 лет назад, забиты в код Украины. Код, где люди вроде как не хотят вот так, а выворачивается совершенно противоположным образом. И это надо менять. Александр, вот вы сказали про юбилей, а я хочу зрителям напомнить, что у вас пару дней назад был день рождения. Я думаю, они присоединятся к моим поздравлениям. Поздравляем вас со здоровьем, благополучия, мира и скорейшего возвращения в страну. Теперь касательно референдума, который проводился. Дорогие друзья, вот как бы идеологи Украины не рассказывали про многовековое существование Украины, Украина, ровно как и Россия, существует ровно с 1991 года. До этого момента никакой Украины, никакой России не было. Да, было Российское царство, Российская империя, что угодно. Да. Были определенные территории, на которых проживали, можем так сказать, наверное, люди, близкие к этническим украинцам, но таких государств, как Украина, не было. И Украина собиралась очень сложно и очень долго.
И мы в предыдущем вопросе это обсуждали, да, Крым завоевала, если вы помните, да, по сути, Екатерина, и это была русско-турецкая война, в результате которой часть Османской империи была присоединена к Российской империи. Если вы посмотрите историю Херсона, Николаева, их строили Суворов, Потемкин, все вплоть до Мариуполя, и в Мариуполе есть такие населенные пункты, как Мангуш, Старый Крым и так далее, те, которые полностью повторяют названия населенных пунктов в Крыму, вот просто чтобы вы понимали. И туда переселяли греков, армян, и там проживают они очень компактно и в большом количестве. Да. Харьков был сформирован в честь воссоединения Украины к России после Переяславской Рады в 1654 году и так далее и тому подобное. Поэтому Украина, она формировалась сложно. Она формировалась за счет Западной Украины. Да, это Австро-Венгерская империя, по сути. Да, она была и долгое время под Польшей. И под кем только на самом деле украинские территории современной Украины не находились. Они тогда не являлись украинскими территориями. Поэтому у нас есть и католики, и греко-католики, и православные люди, и мусульмане, и всевозможные разное количество национальностей. Мы не моноэтничная нация. И сформировались современные границы Украины благодаря революции, благодаря коммунистической партии, да, Советского Союза, которые провели административную реформу, которую включили территорию современной Украины, да, территории Юго-Востока, которые никогда к Украине не имели никакого отношения. Потом мы помним Хрущева, передачу Крыма и так далее. И получив независимость, да, взяв на себя обязательство быть неблоковым, нейтральным, безъядерным государством, нам надо было озаботиться тем, чтобы внутренние противоречия не стали инструментом для внешних игроков, которые сначала разделили страну на несколько частей для того, чтобы втянуть в этот конфликт еще соседнее государство. Безусловно, эта стратегия формировалась еще во время Холодной войны, когда Советский Союз включал 15 социалистических республик. Понятно было, что после его распада, если вы помните стратегию Бжезинского, да, необходимо было сформировать Балто-Черноморскую дугу конфронтации, то есть создать в подбрюшье России конклав враждебных ей государств. И самая большая мечта была столкнуть Украину и Россию, поскольку это две были самые крупные республики Советского Союза, что, в общем-то, коллективному Западу и удалось, да, на сегодняшний день. И если бы мы с вами слышали друг друга, да, если бы мы не шли на поводу всяких Рубиев, Турчиновых, Тимошенко, Порошенко и так далее, в стране был бы гражданский мир в первую очередь. Если бы мы не позволили развязать Ющенко культурную войну, сделать обязательную насильственную украинизацию, да, я же не против украинского языка, я никогда не выступал. Я просто говорил, ребята, если вы хотите, чтобы он развивался, не надо запрещать русский, надо стимулировать развитие украинского языка. Нужно платить деньги телеканалам, да, чтобы они создавали конкурентный украиноязычный контент, а не штрафовать их за то, что там звучат какие-то русские спикеры, да, или транслируется русский продукт, который является более качественным. Вы же зайдите, посмотрите, чьи мультики смотрят на самом деле украинские дети, да, и это же не проблема языка, это проблема того, что государство на самом деле занималось запрещением, а не стимулированием. Если бы стимулировались и было Маша и Медведи на украинском языке, да, украинского производства, их бы смотрели, конечно же, с таким же удовольствием, но такого продукта нет. Весь продукт, который производился в последнее время, носил идеологический характер, и маленькая часть Украины, да, коллективная Галичина, да, так или иначе навязывала свое видение истории и будущего огромной стране, которая никогда не жила в тех рамках Западной Украины. В общем-то, это и стало бедой. Почему на тот момент, когда я это видел, понимал, к чему это приведет, я и выступал за федерализацию. Да. Тогда можно было оградиться, можно было иметь национального уровня законы, да, и территориальные, там, разрешить использование 2-3 языков. Ведь это же касается не только русского языка, это касается и венгерского языка для части территории, да, это является частью и для румын, для молдаван и так далее. Поэтому, друзья мои, еще раз, нам надо изучить
ошибки прошлого. Нам нужно посмотреть на это не так, как нам говорили, что унитарная форма – это залог существования и безопасности Украины. Ничего подобного. Мы пришли к войне, мы пришли к потере территориям, к миллионам погибших, миллионам беженцев, да, поэтому эта форма как раз была ошибочной, она была инструментально необходимой, чтобы ввергнуть огромную страну в войну, в губительную в первую очередь для нее, но выгодную для коллективного Запада. Они рассчитывали победить Россию, сейчас пожинают плоды этой войны, да, и сейчас очень сильно уже меняются настроения, и, соответственно, Зеленский, да, в этом тренде уже дальше существовать не может, ему надо продолжать быть Че Геварой, да, и выйти из этого образа он не сможет, а значит, он прошлое. Почему я и говорил, если он это сейчас не поймет, Володь, беги. Просто это плохо закончится тем, чем я говорил. Камень, который лежит на дороге, его просто убирают. Ты не сможешь помешать, да, в рамках своей амбиции, гордыни, попытки заработать деньги, сохраниться, да, содержать эту сцену дальше, губить такое количество славян. Не в тренде ты уже. И все прекрасно понимают, что ты обычный, маленький, местечковый, гнусный предатель, благодаря которому, по сути, ты предал интересы собственного государства. Ты мог трижды выйти из этого конфликта, но ты продолжил, слушая Джонсонов, зарабатывая деньги, слыша про гарантии собственной безопасности и подвергая риску десятки миллионов мирных граждан, да, и убивая, хороня огромное количество половозрелых мужчин, которые дали бы будущее демографическое для Украины. Твоя вина и твоя ответственность. И переложить ее на людей все равно не получится. И даже если это кратковременно удастся сделать, кара небесная, она либо тут, либо там, она все равно тебя настигнет. Поэтому чем быстрее до тебя это дойдет, чем быстрее ты устал и ты мухожук, тем лучше будет для всех. Поверь мне, и для тебя в первую очередь. Ну, сегодня, так на удивление, он опять в Британии встречается с генсеком НАТО Рютте, с Киром Стармером. То есть мы понимаем, что когда идет контакты такого уровня, ну, все поворачивается против мира. Ну и Лавров недавно заявил, что Россия будет продолжать добиваться все свои задачи, выполнения всех задач на земле. Смотрите. Скажите, а вот вы сказали, что это против мира повернется. А на что может повлиять Стармер или Рютте? Скажите мне. Стармер, давайте же людям скажем, да, это премьер-министр Великобритании. Давайте прямо скажем, это уже не геополитический центр, это не страна, которая может повлиять размером экономики или своим военным или промышленным потенциалом на мировое окружение, да, или на какой-то мировой порядок. То есть, ну, можно с ними встречаться. Они просто теряют позиции, да, и поэтому Украину используют как инструмент. А Зеленский, как мальчиш-плохиш, да, использует всех украинцев как заложников и как инструмент в этой игре Великобритании, да, чтобы остаться на приставном стульчике за столом мировых переговоров, не больше. Рютте, НАТО. Ну, скажите мне, а НАТО это что? НАТО — это в первую очередь Соединенные Штаты Америки. Без Соединенных Штатов Америки нет ни систем противовоздушной обороны, нет ни самолетов, ни боеприпасов, ничего нет. НАТО — это на 80% США. Если Трамп занимает другую позицию, и если он выберет курс на движение из НАТО, НАТО станет вообще никому не нужным конструктом, абсолютно импотентным и бессильным. И попытки Макрона рассказать о том, что он сейчас увеличит ядерный потенциал, съест он съест, да кто же ему даст? Надо об этом не забывать. Это раз. А во-вторых, с размером экономики Франции, да, говорить о том, что он осилит эту задачу, ну, может быть, за счет пенсионеров, людей, социальных программ, но такая власть недолго продержится. Да и к словам Макрона относиться серьезно уже не надо. Это хромая уходящая утка и галицкий петух. Я уже это много раз говорил, да, это человека, которого дома побивают, ну, вы понимаете, да, и который потом выходит и пытается реабилитироваться, показать, какой он крутой на весь мир. Всему миру смешно и не смешно одновременно, но еще раз говорю, от них, слава богу, уже ничего не зависит. Почему, в общем-то, я думаю, Трамп и начал пытаться формировать Совет мира, да, я думаю, что они хотели по дороге потерять Англию и Францию с их
правом вето, которое они имеют в Совете Безопасности по итогам Второй мировой войны, но Трампу показалось, что он сильно крутой чудак, да, и он потеряет там и Россию вместе с Китаем. Ну, ему быстро напомнили, что Соединенные Штаты не просто так вынуждены, да, уступить роль гегемона и перейти к многополярному миру, а потому что точно так же, как Великобритания в свое время, США тоже теряют позиции по многим направлениям и в мировой экономике, и в технологиях, и в критичных технологиях, которых полностью зависят от Китая. Ну, мы уже не говорим о ядерном и военном потенциале. Поэтому, друзья мои, еще раз, да, все эти встречи никак мир отдалить не могут. А если невнятно будет понятно, поверьте, у мира есть достаточно, я имею в виду у США, Китая и России, инструментов, чтобы ограничить потенциал Европейского Союза и Великобритании или отдельных членов Европейского Союза, но в данном случае Германии и Франции, не прибегая к военному или силовому сценарию. Да, это стоимость энергоносителей, и сейчас вы это наблюдаете. Еще раз говорю, всем может казаться, что это случайно, а может оказаться это замыслом, а может оказаться частью стратегии, поскольку в первую очередь стоимость энергоресурсов бьет по Европейскому Союзу. И, соответственно, делает их политические элиты, а политические элиты всегда ориентируются на крупный бизнес, который зависит от стоимости энергоресурсов, быть более послушными, податливыми и не выделываться, извините, скажу по-народному. Ну, выделываются же, видите. Но уже тогда... не так сильно, если вы обратите внимание, голоса звучат совершенно противоречивые, и никто в конфликт дальше не влазит, потому что все понимают свою, на самом деле, несостоятельность в военном плане. Хорошо, как вылезти из конфликта Трампу? Ну вот сегодня он вообще договорился до того, сказал, елки-палки, Иран, я ж вас уже победил, я ж вот победа, вот все разгромили, всех победили, все. Уже там даже отставные там гринголы эти говорят, что давайте ядерным оружием лупанем 12 боеголовок, свой пролив сделаем. Пролив имени, знаете, шутка ходит, пролив имени Сталина, это типа когда на месте Америки ничего нет, а это будет пролив имени Трампа, где там по какой-то из стран ударить, и, в общем, этот Ормузский пролив уже не играет роли. Он ничего не может сделать по деблокаде Ормузского пролива. И все как бы укладывается в, ну, вот эта картина мира, там, удар по Европе, там, гегемон, многополярность. Если бы Трамп мог, ну, как бы красиво выйти из игры в Иране, а там что-то красотой не пахнет. Саш, смотрите, вот вы мне напомнили фильм «Жмурки», помните? И там замечательный персонаж Михалкова говорит, главное в просак не попасть, и объясняет, что это такое, да? Все знают это выражение, но не знают, что это. Там вот туда сходите, в аналы классики, и там как раз вот главное в просак не попасть ядерными ударами по территории Ирана. И я думаю, что риски определенные существуют, и мы с вами обсуждали, и почему Иран отчасти себя так вольготно чувствует, потому что на самом деле не все понимают, а есть ли у Ирана ядерное оружие, да, либо собственное, достаточно обогащенное, да, либо переданное Северной Корее, и насколько серьезно Ирану помогают на сегодняшний день и Россия, и Китай, да, уже не секрет, уже и в мире говорят о том, что и Россия, и Китай помогают, но я вам еще раз говорю, да, мы с вами когда-то обсуждали, да, про анекдот, когда звери играют в карты, и медведь, сдавая, говорит, а кто будет жулить, того будем бить по наглой рыжей морде. Вот вроде бы все договорились, да, но я не думаю, что в договоренность входило воровство Мадуро, да, из Венесуэлы, блокада Кубы, то, что вместе с Израилем Соединенные Штаты попытаются решить вопрос Израиля, да, на Ближнем Востоке, напав на Иран, ограничив поставки нефти в Китае, да, я думаю, что это то, что Трамп, договорившись в общих мазках, да, решил использовать как дополнительные аргументы. Но смотрите, Иран и Штаты очень сопоставимы, наверное, по размерам с Россией и Украиной. Если взять площади, если взять численность населения, да, то это очень похоже. И решить ситуацию ракетными ударами не получится. Провести наземную операцию в канун выборов тоже сложно, да, а значит, Трампа сейчас чуть-чуть поубавятся амбиции,
и опять-таки в том же треугольнике Вашингтон, Москва, Пекин придется решать вопросы, но уже со слабой рукой. Я не удивлюсь, что закончится это вхождением в Совет мира и Китая, и Российской Федерации с правом вето не только у Соединенных Штатов, но и у этих двух сверхдержав, формированием новых мировых институтов, что на самом деле и отзнаменует состоявшийся новый мировой порядок, поскольку предыдущий был сформирован, когда были сформированы мировые институты, такие как МВФ, МБРР, ООН в первую очередь, и теперь новые инструменты, они как раз будут призваны для того, чтобы этот мировой порядок поддерживать. И там тем странам, которые на него существенно повлиять в военном или экономическом плане будут не в состоянии, я сейчас имею в виду Великобританию и Францию, им там просто не будет места. Поэтому, друзья мои, Трампу, с одной стороны, я не могу сказать, что они, смотрите, политически, конечно, он имеет определенные риски. Экономически сейчас ликуют сланцевики, те, кто добывает сланцевую нефть в Соединенных Штатах Америки. Если вы посмотрите, они природно являются спонсорами республиканской партии. Поэтому, учитывая то, что Трамп в первую очередь бизнесмен, я не уверен, что он сильно расстраивается из-за того, что что-то не получается, война затягивается, она не превратилась в маленькую победоносную, Близкие ему люди, давайте скажем так, зарабатывают колоссальные деньги. А учитывая, что, еще раз говорю, натура Трампа в первую очередь бизнесовая, для него это первостепенно выгодно, и это решает другие геополитические вопросы, о которых вполне возможно, а я уверен, что ряд договоренностей в формате Пусана и Анкориджа достигнуты. И заставить Европу можно в том числе и давлея на нее экономическими рычагами. Энергоресурсы – это самый главный экономический рычаг. Плюс сейчас, обратите внимание, у нас кривая система меры стоимости. Что такое мера стоимости? Это потребительская стоимость для людей. Я много раз говорил, представьте, это стоит, я не знаю, больше $1000 США. Но без этого можно жить? Поверьте, я живу неделю и счастлив. То есть я почти не заходил, у меня появилась куча свободного времени, но я в это время, я не знаю, питался, пил воду, мне нужна была энергия, чтобы греть дом, чтобы передвигаться на автомобиле, и так далее и тому подобное. То есть вещи, без которых мы жить не можем, стоят копейки, а вещи, без которых жить, наверное, даже стоит, почему-то стоят колоссальных денег. Поэтому сейчас все осознают, сколько на самом деле стоит энергия и насколько она в жизни важна. И пересмотр этих коэффициентов приведет совершенно к титаническим, экономическим, макроэкономическим сдвигам, потому что эта мера стоимости на самом деле и формировала предыдущий мировой порядок. Сейчас, я думаю, это немножко изменится, это поменяет мировую конъюнктуру, и многие страны, которые причисляли себя к высшей лиге, к какому-то эшелону, откатятся значительно, куда-то на уровень дворовых команд. Вы знаете, в завершении хотелось бы такой вопрос вам задать в контексте этих вещей, и меры, и потребления. Невыгодно отказываться от такого классного полигона, как Украина. Я уже упоминал по поводу этих 2 гуманоидов, которые передают. Россия, причем самое интересное, один и тот же советник Федорова, министра обороны, этот Флэш, который, один и тот же. То есть он вчера говорит о том, что специально протестировали новую версию Ланцета, с искусственным интеллектом. Обломки на Майдане упали, которые на днях. Сегодня он говорит, нет, они просто 40 Ланцетов этих запустили, что-то открутили, исключительно для того, чтобы панику посеять в информационных целях. Но вообще выглядит все как продолжающаяся постоянно гонка. И этот полигон – это не Иран, как ни крути, характер войны все равно другой. А удалось этим псевдоэлитам, которых мы сегодня очень предметно с вами обсудили, удалось создать понимание Украины как территории полигона. Украинцев как людях, которые приходят и за денежку
ну, я не буду там говорить, жидкости всякие сдают, ну, в общем, принимают лекарство какое-то, да, экспериментальное, им за это платят деньги, они это лекарство войны принимают, и потом все дальше смотрят, чего с этим будет. Вот если посмотреть на проблему завершения войны исключительно с управленческой точки зрения, потому что, ну, ей-богу, сегодня вы там какой-то заядлый оптимист, понимаете, а другие аналитики смотрят на все происходящее, то, во что превратилась система государственного управления в Украине, если оттуда вынуть вот это военное положение, все рухнет, организм умрет без этой таблеточки. Нет, абсолютно нет. Ну, вы знаете, что я точно не оптимист, да, я реалист. И я часто говорил вещи, с которыми спорили, которые потом сбывались, да, и которым я не рад, да, потому что они состоялись. Но, дорогие мои друзья, еще раз, Украина себя исчерпала. Украину максимально отрыдырили. А я еще раз говорю, это война, которую привел в Украину Зеленский, не Янукович, не кто-то, а именно Зеленский, да, который стал ее первопричиной, да, ну, вернее, он стал проводником. Порошенко хоть ума хватало как-то лавировать, а это, ну, извините, без образования и какое, ну, что уродилось, да. Вот он стал инструментом рейдеров. Смотрите, чего мы лишились? Мы лишились 15 миллионов наших граждан. И это же не, извините, не беженцы с Ближнего Востока, да. Выходит Туск, выходит там Мерц и говорит, а вы знаете, 70% беженцев ассимилировали, пошли работать, да, но они принесли добавленной стоимости больше, чем мы потратили на финансирование беженцев, да, там лагерей, дотации и все остальное. То есть, понимаете, они заработали на украинском кризисе. Плюс они продали весь хлам, повесили нам в долги, да. Смотрите, земли у нас нет больше у государства, да, это все принадлежит Кернову, там, другим американским компаниям. Кстати, я напомню, Зеленский снимал мораторий с продажи земли и рассказывал про рынок, который необходим. Вот я просто буду вам напоминать, чтобы вы понимали, да, что это за плесень. А теперь он еще и недра в секретной сделке каким-то образом подарил Соединенным Штатам. Что за секретная сделка? Вообще-то они принадлежат народу, да, по Конституции их невозможно было передавать без нашего мнения. А мы даже условия этого договора не знаем. Смотрите, из Украины больше нечего выжать. Просто нечего. Она обременена долгами, она зависима, и выйти из этой зависимости можно только поменяв курс. Вот те, кто вас тянут в Европу, которая вас же и рейдерила, это еще раз инструменты влияния, это агенты иностранного влияния, это люди, которые не могут слезть уже с хромой мертвой кобылы. Ну, потому что сейчас Тимошенко начнет вам про БРИКС рассказывать, вы подумаете, что она с глузду съехала, да, точно так же, как Порошенко и все остальные. А посмотрите, в парламенте сейчас только они. Поэтому будут, Александр, совершенно новые элиты, будут совершенно даже не элиты, да, я не хочу называть это слугами народа, будут менеджеры государственные, которые понимают, где взять деньги, да, каким образом восстанавливать, где интересы других, третьих государств на территории Украины. Еще раз, у нас же не забрали самого важного, да, у нас не забрали нашего расположения, наших логистических мощностей, да, нашего, на самом деле, территории, возможности, если вернется наше население, да, большого количества квалифицированной рабочей силы, просто надо будет тяжело. Еще раз скажу, да, вот не будет за 3 шага, как рассказывали, за 3 года не будет за 3. За 5, за 7, за 9, да, будет, наверное, улучшение. Но для этого надо будет потрудиться, надо будет навести порядок, нужно будет создать условия, нужно будет вернуть квалифицированную силу, завести технологии, финансирование и так далее. Кто это может дать? Точно не Европа, точно не Соединенные Штаты, поверьте мне. То есть нужно понимать, да, а полигонов, Саш, где испытываются военные технологии, еще будет масса. И если вы понимаете, да, если наши трудовые мигранты — это радость Европы, то обратите внимание, сейчас удар Пакистана по Афганистану, да, сейчас, если конфликт чуть расширится, все эти люди опять устремятся в Брюссель, в Париж, везде. Там и так мимо них не пройдешь, да. Если продолжится в Иране, соответственно, они тоже двинутся туда полчищами. И вспоминается про биологический джихад, да, слова Каддафи, который говорил, что Сирия — это как раз кордон
между Ближним Востоком, да, и Европой. И что если режим будет смещен, Европа еще поплачет. Друзья мои, если Россия не стала наградой и кубком в результате этой большой войны, я вам говорил, что этим кубком станет Европа. Кто-то должен заплатить за весь этот банкет. И она заплатит. Чтобы вы даже в этом не сомневались. Евгений Мураев был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр. До связи. И всем до свидания и хорошего настроения. Все движется так, как надо, по тому оптимистическому сценарию, который мы с вами обсуждаем. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Пожалуйста, напишите, что думаете в комментариях, с чем согласны, с чем нет. Самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света.